ТАСС уполномочен заявить, вчера рано утром в Афганистане была завершена операция, крупная операция по уничтожению 4 нарколабораторий, которая была осуществлена совместными усилиями Федеральной службы по контролю за наркотиками и Агентством по борьбе с наркотиками США при поддержке Министерства внутренних дел Афганистана. Операция разрабатывалась, планировалась и осуществлялась в течение 3 месяцев. С российской стороны работа координировалась моим заместителем генералом Ауловым. С американской стороны руководством Кабульского офиса Агентства по борьбе с наркотиками США. Операция осуществлялась при силовой поддержке, серьезной силовой поддержке, ввиду того, что действительно это крупный был наркоузел. Он находился в уезде Ачин, провинции Нангархар, в 5 километрах от афгано-пакистанской границы, в горной местности. Исходно началом операции послужили наши данные, данные Российской Федерации о дислокации нарколабораторий. И в ходе совместной работы, как я говорил, уже 3 месяцев, осуществлялась работа по получению точных координат нахождения нарколабораторий, специфики местности, лицах вовлеченных, объемах поставок и возможных финансовых каналах поступлению прекурсоров и так далее. И вчера утром, как я вам сказал, операция началась приблизительно 6:30 утра и в 10:20 уже была завершена. В работе приняли участие порядка 70 сотрудников. Была задействована вертолетная техника, в частности, 3 десантных самолета, 3 десантных вертолета и 6 вертолетов воздушной поддержки. В результате работы было обнаружено и уничтожено, как я уже сказал, 4 лаборатории. Если говорить строго о классификации, 3 из них героиновые и 1 из них морфиновая. Но это не значит, что они там каким-то образом специализированы, они взаимосвязаны, поскольку исходным сырьем служит одно. Это опий, сырец, который собирается с маковых полей. В результате уничтожено 932 килограмма героина высочайшей концентрации, 156 килограммов опиума, уничтожено значительное количество технологического оборудования, связанного с подготовкой, переработкой опиума сырца в героин, в том числе 55 200-литровых бочек, 2 крупных пресс-формы и иное формовочное и технологическое оборудование. Свыше центнера разного рода реагентов и прекурсоров. Все это было сразу уничтожено на месте. Хочу сказать, что таким образом ликвидирована, по сути, и миссия, и инвестиционный героиновый транш в государства Центральной Азии, который использовался бы для организованной преступности, экстремизма и терроризма. Объем этого транша оценивается в $250 миллиарда. С точки зрения медицинской, наркологической, можно сказать, что центральноазиатский рынок наркотиков не досчитался порядка 200 миллионовых разовых доз. В целом, если подводить итоги этой операции, я хотел бы сказать, что это крупный успех совместной деятельности, слаженной работы, которая позволила достигнуть такого результата. Хочу отметить, что эта работа проводилась в рамках рабочей группы по наркотикам в формате российско-американской президентской комиссии. Хочу также подчеркнуть, что буквально неделю назад в Вашингтоне мы с моим визави Гилом Кирликовски подписали заявление, в котором центральной позицией, рефреном является наша воля, направленная на необходимость уничтожения инфраструктуры и, прежде всего, нарколабораторий. Таким образом, наши слова и заявления не расходятся с делом. В целом, можно сказать, что это свидетельствует о реальном
реальных мероприятиях по перезагрузке наших отношений между Россией и Соединенными Штатами Америки. У нас есть еще хорошие заделы и надеемся на новые результаты в этой работе.